Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы ознакомимся с воспоминаниями советского ветерана, который был командиром роты тяжелых танков КВ-1. Здесь также будут приведены воспоминания советского военного корреспондента, который впервые участвовал в танковой атаке. Не забывайте оценить видео, а также оставить свое мнение по данному материалу. Ну а мы начинаем. В декабре 1941 года, после назначения на должность командира танка взвода в маршевой роте, я был послан на танковый завод в Челябинск для участия в сборке тяжелых танков КВ-1 с последующей их отправкой на фронт. Работа на участках сборки танков дала много полезного экипажам в дальнейшем при боевых действиях. В конце февраля 1942 года наша танковая рота тяжелых танков КВ-1 была направлена в 12-ю танковую бригаду 9-й армии Южного фронта, которая вела боевые действия на Украине, в районе города Изюм, Славянск, Краматорск. По прибытию эшелона с танковой роты к месту назначения пришлось прогревать и заводить танки над платформой перед разгрузкой с использованием паропаровоза. Из-за глубокого снежного покрова посадил на днище мой танк механик-водитель Бондаренко. Рота ушла в район боевых действий, а мне с экипажем пришлось сутки откапывать танк. До начала боев личный состав нашей роты занимался разведкой местности, прокладкой маршрутов выхода на исходные позиции. Задачу на атаку ставил лично командир бригады Баданов. Находясь на выжидательных позициях, это 12-15 километров от переднего края, экипажи жили под танками. Сначала выкапывали в снегу траншею, на которой наезжали танком. Сверху накрывали брезентом, а под танком разводили костер. Это обеспечивало готовность к запуску двигателя и обогрев экипажа. Время от времени с помощью солярки отмывались от сажи. 12 марта 1942 года после артиллерийской подготовки 12-я танковая бригада двумя батальонами совместно с пехотой начала наступление на совхоз номер 5. Была прорвана первая линия обороны, но далее противник, используя артиллерию, остановил наступление. Танк командира роты старшего лейтенанта Гуляева, имея боевой опытный экипаж, прошедший финскую войну, оторвался от роты, вклинился в оборону противника, но был подбит и окружен немцами. Экипаж в составе Гуляева, механика-водителя Лесникова, радиста Кирикеш героически оборонялся до последнего снаряда, о чем передавали по радио. В дальнейшем, после овладения населенным пунктом, их танк был обнаружен сожженным, с погибшим экипажем внутри машины. После героической гибели командира я был назначен командиром роты. Тот бой показал, что боекомплекта танка КВ-1 в количестве 28 снарядов не полностью обеспечивает ведение боевых действий. Например, при наступлении мне пришлось для пополнения боекомплекта танка 2 раза выходить из боя. В последующем боекомплект довели до 80 снарядов, которые укладывали на днище, что создавало некоторые неудобства экипажу. Кроме того, при совершаемом марше КВ-1 значительно отставал от Т-34 и Т-70, которые также входили в состав танковых бригад. Вместе с тем, как танк поддержки пехоты, КВ-1 был лучше. Толстая броня и большой силуэт позволяли пехотинцам укрываться за танком в ходе атаки. При продвижении на первой передаче скорость КВ-1 была такой же, как у шедших в атаку солдат, в то время как танки Т-34 отрывались от своей пехоты. Также следует отметить, что за период времени, прошедший после боев на Украине летом 1941 года, улучшений в трансмиссии танков КВ-1 не было сделано, а взамен, как стало известно позже, разрабатывались зачем-то новые модификации этого танка. Кроме того, большинство танков КВ-1 не имели оптики, так как Харьковский завод был эвакуирован. Однако все новые танки были радиофицированы. В апреле 1942 года 12-я танковая бригада продолжала вести безрезультативные боевые действия за владение городами Славянск и Краматорск. Помню, что при наступлении танки роты вставали из-за сильного огня противника и отсутствия пехоты. Радио экипажи выключали. Пришлось вооружиться молотком и, бегая от танка к танку, стучать в броню и указывать направление наступления. О слаженности экипажа моего танка можно привести эпизод уничтожения тарана противотанковой пушки противника. Во время боя механик-водитель Бондаренко, на мгновение опередив выстрел, таранил пушку противника вместе с расчетом. В результате тарана пушка занимала огневую позицию дома, танк днищем наехал на фундамент. Произошло провисание гусениц, и к тому же крыша дома обрушилась на танк. В этих условиях экипаж быстро через нижний люк вылез из танка и, закрепив бревно самовыкатывания, сошел с преграды. Через некоторое время танк снова был в бою.
При наступлении в окрестностях населенного пункта Голая долина в моем танке корреспондент газеты и впоследствии известный писатель Вадим Сапко участвовал в атаке. Свои впечатления он опубликовал сразу же во фронтовой газете, а впоследствии в сборнике «Слово и подвиг». Привожу эту статью далее полностью, так как в ней показаны очень непосредственно ощущения человека, впервые участвовавшего в танковой атаке. Тяжелая ручка люка опустилась вниз, и в танке наступает темнота. Только перед механиком-водителем горят маленькие лампочки. Позади меня глухо ревет мощный мотор. Танк на исходной позиции. Сейчас мы пойдем в атаку. Я сижу за стрелком-радистом в тяжелом танке. Впереди меня пулемет, а внизу около ног диски для него. Сотни смертей, спрятанных в металлические круги. В маленькое отверстие мне видно часть поля. Мы стоим перед пригорком, за ним уже немцы. Командир танка – лейтенант Жаркой, еще совсем юноша. Недавно он закончил школу, вырос в боях, стал опытным танкистом, стал командиром роты. И это назначение принял как награду. Танк рванулся вперед. Внутри не слышно лязга гусениц, только гудение до чувства движения стальной махины. Мы выезжаем из-за холма, и тогда первый выстрел сотрясает танк. Далеко впереди хутора кверху взрывается снег и земля. Это командир танка, лейтенант Жаркой, открывает огонь по опорным точкам врага. Внимательно слежу за огнем пушки. В моих руках грозное оружие, танковый пулемет. Придет время, и мне тоже придется вступить в бой. «Огонь!» – командует Жаркой, и сразу же выстрел. «Огонь!» – еще раз командует он. Снова вздрагивает танк. Около маленького, едва незаметного холма рвутся снаряды. Один, другой, третий. И внезапно, как из-под земли, выскакивают фигуры людей. Это снаряды танка разбили какое-то укрытие, и из него убегают немцы. Теперь настает моя очередь. Пулемет под рукой начинает дробно трястись. Мне слышен только несмолкаемый рокот. Высоко вскидывая руки, падает навзничь один немец, потом другой. Остальные приседают от огня пулемета и ползут за холм. Танк идет вперед, стреляет пушка, строчат все пулеметы, и одновременно звонкие удары издает крепкая броня. Это бьет немецкая противотанковая артиллерия. Налетает вражеская авиация, бомбы падают неподалеку от танка. Как молотком по броне бьют бронебойные снаряды. Неповрежденный, он идет вперед. Недаром на заводах отчизны ковалась его броня. Твердой рукой ведет в бой свой танк лейтенант Жаркой. Он маневрирует им так, чтобы применить все свои огневые возможности. И сразу, как только в прицеле пулемета появляется что-либо живое, я нажимаю курок. Удивительное, непередаваемое, никогда не пережитое чувство охватывает меня. Это вам за Киев, это вам за Харьков, думаю я. И хочется, чтобы чаще появлялись серые вражеские шинели против пулемета. Хочется, чтобы строчил он не переставая. Огнем, гусеницами давят наши танки врага, и не случайно так боятся немцы танковых атак. Однако это не все возможности, которыми владеет командир танка. Остается вес самой машины, и использовать его необходимо исключительно умело. Иначе можно загубить дорогостоящую машину и весь экипаж. В практике танкистов это называется таран, и, может быть, нигде это слово не находит большего смысла. Когда в одном из боев немцы особенно хитро расставили свои противотанковые пушки, лейтенант Жаркой ни на миг не задумывался над тем, как необходимо действовать. Особенно хитро была поставлена одна из пушек. Немцы спрятали ее в каменном доме, потом выкатывали, делали несколько выстрелов, и сразу же, чтоб не заметили, откуда ведется огонь, прятали орудие назад. Это орудие задерживало наступление нашей пехоты, не давало приблизиться нашим танкам. И Жаркой решил уничтожить препятствие. А до этого как раз напротив пушки оказался какой-то наш танк. Товарищ был в опасности, и лейтенант Жаркой не раздумывал ни одной секунды. На полном ходу разогнал он свою машину, и танк ударил в стену дома. Противотанковая пушка, немцы, снаряды – все это погибло под обломками. Мощным рывком вырвал свой танк из-под обломков Жаркой. Это был совместный маневр командира танка и водителя Бондаренко. Они действовали одновременно, как будто одна воля руководила ими. Еще несколько часов страшного напряжения танкового боя, и понимаешь, какую на самом деле героическую работу делают наши танкисты. Снаряды и авиабомбы, бронебойные снаряды и бутылки с зажигательной смесью. Все кидают немцы против наших танков. Однако это не помогает. Пехота вместе с танками входит в маленькое село. Еще одно село освобождено от фашистских захватчиков.
За эти боевые действия я был награжден своим первым орденом Красного Знамени. На этом сегодня все. Если понравилось видео, то поддержите его лайком, а канал подпиской. Всем пока, до новых встреч.